Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать нежнейшие треугольные мотивы. Крючок у меня 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок 169 метров 50 граммах. И также познакомимся с методом присоединения наших мотивов последним рядом вязания в единое красивое ажурное полотно. Начинаем выполнение нашего мотива. С 5 воздушных петель, замкнутых в кольцо, выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. И теперь в колечко я буду провязывать столбики с накидом. Смотрите, я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля арки, накид. И я теперь буду провязывать столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная. И так я буду выполнять до конца ряда, пока у меня не будет 11 столбиков с накидом. И не забываем выполнять воздушные. Я выполнила 11 столбиков с накидом, воздушную, и завершаю выполнение первого ряда. Ввожу крючок 1, 2 в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И для того, чтобы начать выполнение второго ряда, я под воздушную ввожу крючок, выполняю соединительную. И далее второй ряд я начинаю с выполнения воздушной. Далее под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Из 4 воздушных. Под следующую арку столбик без накида. Опять арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида под следующую арочку. И еще раз арочка из 4. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Далее вы выполняете самостоятельно до конца ряда. Не довязывайте одну арочку, мы ее заменим на воздушная и полустолбик. Как это сделать, я покажу. И мы завершаем выполнение нашего второго ряда. Как я говорила, арочку заменяем. Я выполняю 2 воздушные, далее накид, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю полустолбик. Вот таким образом мы с вами заменили нашу арочку из 4 воздушных. Далее я выполняю воздушную, под арку выполняю столбик без накида. И мы с вами уже приступили к выполнению следующего, третьего ряда. Здесь все просто, мы выполняем арочки из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под арочку столбик без накида. И еще раз 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку столбик без накида. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Опять же, не довязываем одну арочку. Мы завершаем выполнение третьего ряда, и последнюю арочку я заменяю на 2 воздушные, накид, и в вершинку столбика провязываю столбик с накидом. Мой третий ряд завершен, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда. Для этого я выполняю воздушную, столбик без накида под арочку. И очень внимательно я выполняю 3 арки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Это первая арочка. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5.
столбик без накида. То есть вот смотрите, всего мы выполнили с вами 3 арочки, раз, два, три, и четвертая арка будет из 9 воздушных. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. И столбик без накида. Далее опять то же самое. 3 арочки из 5. Раз, два, три, четыре, 5. Далее раз, два, три, четыре, 5. И еще раз. Раз, два, три, четыре, 5. Далее раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида. Видите, да? И теперь опять 3 арочки из 5. Давайте вместе выполним. Раз, два, три, четыре, 5. Первая. Раз, два, три, четыре, 5. Вторая. И раз, два, три, четыре, 5. Третья. И теперь очень внимательно последнюю арку мы с вами заменяем 4 воздушные. Смотрите, раз, два, три, 4. И столбик с 3 накидами. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю столбик с 3 накидами. Это мы заменили с вами арочку из 9 воздушных. Мы с вами продолжаем работу и приступаем к выполнению 5-го ряда. Для этого я выполняю 2 воздушные петли подъема. Далее под нашу арочку я выполняю 2 столбика с накидом незавершенный. Первый и второй. И общая вершинка. Далее, очень внимательно, я выполняю арочку из 4 воздушных. И считаем. Раз, два, три, 4. Накид на крючок. И под эту же арочку я ввожу крючок и выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3 столбики у меня с накидом, незавершенные и общая вершинка. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 3. Раз, два, три. Под арку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее арочка из 3. Раз, два, три. Накид на крючок под следующую арочку. Выполняю опять же 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три. И общая вершинка. Далее арочка из 4. Раз, два, три, 4. И под эту же арочку опять же 3 столбика с общей вершинкой. Второй. Столбики с накидом у меня. И общая вершинка. Далее арочка из 3. Раз, два, три. И столбик без накида под следующую арочку. И далее опять арочка из 3. Раз, два, три. Накид. И под арку выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три.
и общая вершинка. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 4. Раз, два, три, 4. Накид и 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три и общая вершинка. И вот давайте остановимся, смотрим. Немножечко поправим. Вот так нежно, красиво у нас получается. И далее очень внимательно мы будем с вами выполнять такой необычный, интересный прием. Мы с вами выполняем цепочку из 11 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнили. Далее, смотрите, я выполняю столбик с накидом и ввожу крючок в 4 воздушную петлю. Раз, два, три, 4 от начала. Видите? И выполняю столбик с накидом. Вот такая арочка у нас с вами получается. Арочка, обращаю ваше внимание, из 7 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Видите? Далее выполняю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид на крючок. И теперь выполняю точно такие же 3 столбика под эту же арочку. Раз, два, 3 и общая вершинка. Давайте остановимся и посмотрим. Видите, да? Вот за счет такого приема мы с вами сформируем красивый треугольник. Далее мы продолжаем работу. Я выполняю арочку из 4. Раз, два, три, 4. Ввожу крючок под эту же арку и выполняю. Раз, два, три и общая вершинка. Давайте еще раз остановимся, видите. Далее мы с вами выполняем все точно так же, как выполняли здесь. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. То есть арочка из 3, столбик без накида. Арочка из 3 и раз, два, три и общая вершинка. Далее идет арочка из 4. Раз, два, три, 4 и 3 столбика под эту же арочку. Напоминаю. Раз, два, три и общая вершинка. И так далее. Далее арочка из 3 и выполняем все точно так же, я повторюсь, как с этой стороны. Всего у нас вот таких вот приемов должно получиться 3. Мы выполнили все наши 3 приема и завершаем выполнение нашего 5-го ряда. Для этого я ввожу крючок в вершинку вот таким образом и выполняю соединительную. 5-й ряд завершен. И я могу приступить к выполнению 6-го ряда. Для этого под арочку я ввожу крючок, выполняю соединительную. То есть я перешла к началу выполнения моего ряда. Далее 2 воздушные и 2 столбика незавершенные с общей вершинкой. Продолжаем выполнять наш 6-й ряд. 4 воздушные петли арки и под эту же арочку я выполняю точно так же, как и ранее, 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3 и общая вершинка. Далее очень внимательно выполняем арочку из 6 воздушных петель. Выполняем
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Накид. И под арку из 4 я выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Далее арочка из 4. Раз, два, три, 4. И опять 3 столбика с общей вершинкой. Напоминаю, у нас все столбики с вами в этом случае с одним накидом. Выполнили. Давайте развернем. Далее продолжаем работу. Опять я выполняю арочку из 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид. И под арочку вот из 4 ввожу крючок и выполняю точно так же, как и ранее. 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3. И общая вершинка. Далее арочка из 4. Раз, два, три, 4. И опять 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3. И общая вершинка. Выполнили. Мы продолжаем выполнение нашего 6-го ряда. И далее очень внимательно я выполняю арочку из 3. Далее накид на крючок. И смотрите, я ввожу крючок под мое вот колечко, да, которое мы с вами сформировали. Выполняю. Опять же 3 столбика с общей вершинкой. Далее арочка из 4. Раз, два, три, 4. И опять 3 столбика с общей вершинкой под в это же колечко. Выполнили. Теперь очень внимательно. Мы с вами будем выполнять точно такой же прием, как мы с вами вот выполняли ранее. То есть я выполняю цепочку из 11 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнили. Далее накид. Я ввожу крючок раз, два, 3 в 4-ю петлю. Столбик с накидом. Раз, два, 3. И в мое колечко провязываю первый столбик незавершенный, второй, и третий. Общая вершинка. Вот видите, опять мы с вами сформировали вот такой интересный прием. Далее опять арочка из 4. Раз, два, три, 4. И в это же колечко. Раз, два, 3. И общая вершинка. Далее мы выполняем, как и с этой стороны. То есть у нас идет арочка из 3. Раз, два, 3. Под арку выполняем первый столбик, второй, третий, общая вершинка. Далее арочка из 4. Раз, два, 3, 4. И опять 3 столбика. Раз, два, 3 с общей вершинкой. Выполнили. Далее у нас арочка из 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И повторяем все точно так же, как мы с вами выполняли с этой стороны.
первый столбик, второй, третий, общая вершинка, арочка из 4 и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 6-го ряда. После арочки из 3 воздушных я ввожу крючок в вершинку и выполняю соединительную, точно так же, как мы делали с вами ранее. И вот такой у нас с вами треугольный мотив получается, очень красивый и необычный. И приступим к выполнению следующего 7-го ряда. Для того, чтобы перейти к началу ряда, я под арочку выполняю соединительную. Далее 2 воздушные петли и под арочку выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Столбики у меня с накидом. Далее 1, 2, 3, 4, арочка из 4 и опять же 3 столбика. 1, 2, 3, то есть точно так же, как выполняли ранее. 3 столбика с общей вершинкой. Далее очень внимательно выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и выполняем 3 столбика с общей вершинкой. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3. И общая вершинка. Далее опять выполняем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И под арочку выполняем первый столбик незавершенный, второй, третий, общая вершинка. 1, 2, 3, 4. И опять же 3 столбика с общей вершинкой. И я остановлюсь, покажу, что у меня получилось. Далее мы продолжаем с вами работу. И выполняем. Очень внимательно здесь. Я выполняю арочку из 4. 1, 2, 3, 4. Накид и под арку выполняю первый незавершенный столбик, второй и третий. И общая вершинка. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И опять 3 столбика. 1, 2, 3. И общая вершинка. Видите, вот наша сторона. Далее мы с вами продолжаем работу. И я выполняю арочку из 3. Очень внимательно. 1, 2, 3. И в наше колечко, как и ранее, мы с вами провязываем 3 столбика. И общая вершинка. Далее арочка из 4. 1, 2, 3, 4. И опять же наши столбики. 1, 2, 3. Теперь мы выполняем точно такой же прием, как выполняли ранее. То есть 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Столбик с накидом. 1, 2, 3 в 4 петлю снизу. Столбик с накидом. Далее 3 воздушные. И выполняем 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3.
и общая вершинка. Видите, да? То есть повторяем наш прием. Далее опять же арочка из 4. Раз, два, три, 4. Вот таким образом выполняем 3 столбика с общей вершинкой. Далее, как и с этой стороны, мы выполняем арочку из 3. Раз, два, 3. И опять же раз, два, 3. То есть у нас здесь уже идет повтор, да, точно так же, как мы выполняли с этой стороны. Я начну выполнение, вы уже будете продолжать самостоятельно. Арочка из 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3 столбика. Далее очень внимательно. Арочка из 4. Раз, два, 3, 4. И опять же под нашу арочку. Раз, два, 3. Общая вершинка. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Арочка из 4, да, и 3 столбика с общей вершинкой. Далее у нас 5 воздушных, напоминаю, раз, два, 3, 4, 5. И 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3. Общая вершинка и так далее. Мы с вами все выполняем, как выполняли с этой стороны. Итак, мы с вами вяжем наш мотив треугольный. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 7-го ряда. После того, как я выполнила арочку из 4 воздушных, я ввожу крючок в вершинку, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению следующего 8-го ряда. Это у нас с вами последний ряд. И как и ранее, я выполняю соединительную под арку, 2 воздушные и 2 столбика с общей вершинкой. Раз, два. И общая вершинка. Далее очень внимательно выполняем арочку из 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. И под эту же арку 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, 3. И общая вершинка. Далее мы с вами выполняем арочку из 4. Раз, два, 3, 4. Накид под следующую арку, 3 столбика. Следующая арочка из 4, я имею в виду, да, 3 столбика с общей вершинкой. И арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. Тоже очень внимательно. Далее 3 столбика с общей вершинкой под эту же арку. Раз, два, 3. И опять же арочка из 4. Раз, два, 3, 4. И под 4 воздушные, опять же 3 столбика с общей вершинкой. Далее опять у нас с вами идет арочка из 5. Раз, два, 3, 4, 5. И под эту же арку наши 3 столбика с общей вершинкой. Далее мы продолжаем работу. У нас идет арочка опять же из 4
Раз, два, три, четыре. И под арку из 4 3 столбика с общей вершинкой. Далее арочка из 5. Раз, два, три, четыре, 5. И 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три. И общая вершинка. Далее мы с вами продолжаем работу. И у нас очень внимательно, опять же, идет арочка из 4. Раз, два, три, 4. И под нашу арочку выполняем первый столбик, второй, третий, общая вершинка. Арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И опять же раз, два, 3 столбика с общей вершинкой. Далее очень внимательно мы с вами выполняем арочку из 3. Раз, два, три. И начинаем провязывать в наше колечко. Раз, два, 3 столбика с общей вершинкой. Далее у нас идет арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. Далее опять же 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три. Далее я выполняю 2 воздушные и арочку из 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ввожу крючок во вторую воздушную, выполняю соединительную. Далее 2 воздушные и продолжаю работу, то есть опять же выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Раз, два, три и общая вершинка. И вот такая у нас с вами арочка получилась. Видите, давайте я остановлюсь, и вот уже хорошо видна сторона нашего треугольничка. И мы продолжаем работу. Арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И под нашу арочку или в наше колечко опять же 3 столбика с общей вершинкой. Выполнили. Вот так мы с вами уголок оформили. Далее, как и с противоположной стороны, мы с вами выполняем арочку из 3. Раз, два, три. И под арку выполняем раз, два, три, общая вершинка. Далее арочка из 5. Раз, два, три, 4, 5. И опять же раз, два, три и общая вершинка. Далее у нас с вами идут арочки из 4, точнее арочка из 4 воздушных. Раз, два, три, 4. И далее раз, два, три, общая вершинка. Далее раз, два, три, 4, 5. И раз, два, три, общая вершинка. Далее опять арочка из 4. Раз, два,
3, 4. Выполняем 1, 2, 3. Общая вершинка. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, третий столбик. И общая вершинка. Опять арочка из 4. 1, 2, 3, 4 и так далее. Мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение нашего треугольничка я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего вот такого красивого треугольного мотива. После арочки из 4 воздушных, как и ранее, я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Далее воздушную ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. Нить убираю по изнаночной стороне вдоль полотна. И смотрим, что у нас с вами получилось. Очень красивый, нежный такой мотив. Необычный. И при соединении будет великолепно смотреться. И теперь мы с вами рассмотрим метод соединения мотивов последним рядом вязания. Вот мой незавершенный мотив. И вот видите, я уже выполнила небольшое полотно, присоединила мои треугольнички за счет последнего ряда вязания. Вот так очень красиво получается. Само полотно получается очень нежное, красивое, необычное. И мы с вами сейчас рассмотрим этот метод присоединения. Мы начинаем наше присоединение. Напоминаю, треугольный мотив. Он у нас с вами не довязан, и мы будем присоединяться за счет последнего ряда вязания. Вот мои готовые два мотива, то есть мы одну сторону будем присоединять и другую нашего мотива. И вот смотрите, я выполнила уже частично одну сторону последнего ряда мотива и вот остановилась там, где мы с вами начнем наше присоединение. Здесь очень внимательно я сейчас немножечко пододвину. И мы внимательно будем смотреть на наше присоединение. Смотрите, по узору, после того, как мы с вами выполнили наши 3 столбика с общей вершинкой, мы выполняем 2 воздушные. Далее мы должны выполнить арочку из 9 и выполнить соединительную. И смотрите, центральную петлю из 9 мы заменяем на столбик без накида. Как я это делаю? 1, 2, 3, 4. Далее вот мое вот такое пико или арочка, да, из 9 уже на готовом мотиве. Я отсчитываю 1, 2, 3, 4 и вот в 5-ю петлю, вот она, или центральная тоже, с изнаночной стороны, это очень важно. Вот таким образом я ввожу крючок, ниточку перекину, я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Видите? Далее, дальнейшие все мотивы мы так и будем присоединять именно в эту воздушную, столбиком без накида. Далее я выполняю 1, 2, 3, 4 воздушные и возвращаюсь к моему мотиву. Ввожу крючок во 2-ю петлю 1, 2 от вершинки и выполняю соединительную. То есть все точно так же, как мы выполняли с вами в узоре. Далее я выполняю 2 воздушные, накид и продолжаю выполнять мой мотив, как мы с вами его и выполняли. То есть я выполняю 3 столбика с накидом, с общей вершинкой. Выполнили. Далее по узору у меня идет арочка из 5 воздушных.
Опять же, я буду присоединяться и центральную воздушную меняю на столбик без накида. Как я это делаю? 2 воздушные. И теперь я беру уже вот готовая арочка на моем мотиве. С изнаночной стороны ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее 2 воздушные, накид и возвращаюсь к моему мотиву. И по узору я опять же должна провязать 3 столбика с общей вершинкой. Далее по узору у меня идет 3 воздушные, накид, и под арочку я выполняю 3 столбика с общей вершинкой. Выполнила. Далее у меня идет арочка из 5. Опять же я выполняю 2 воздушные. И вот смотрите, мой мотив готовый. Вот его арочка из 5. Я ввожу крючок с изнаночной стороны вот таким образом и выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные и возвращаюсь к моему мотиву. 3 столбика с общей вершинкой. Не спешите, просто очень внимательно все выполняйте. Далее у меня будет все одинаково. 4 воздушные, то есть арочка из 4. И под арочку по узору, да, мы выполняем 3 столбика с общей вершинкой. И далее 2 воздушные. И то есть все будет идти как и ранее. Вот мой мотив. Видите, наше присоединение уже хорошо видно. И вот наша следующая арочка. Опять же она из 5. И мы присоединяемся столбик без накида под арочку. Две воздушные и возвращаемся к мотиву. 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3. Общая вершинка, арочка из 4. И опять же под арочку я выполняю 3 столбика. 1, 2, 3. Общая вершинка. 1, 2. Следующая арочка у меня из 5. Вот, смотрим, видите, вот она идет. Опять же я ввожу крючок, столбик без накида. Две воздушные и так далее. Так мы присоединяем всю нашу сторону до нашего вот этого большого такого пико или арочки из 9. И я покажу еще раз, как выполнить присоединение. Все остальное мы все по узору с вами выполняем и при этом присоединяемся за счет наших вот этих арочек. Видите, да, вот арочки из 5. За счет них идет присоединение. И вот мы уже с вами присоединились. Мы продолжаем присоединение нашей стороны. Напоминаю, мы, видите, присоединяемся вот за счет арочек из 5 воздушных. Вот хорошо это видно. Присоединение абсолютно одинаковое идет. И теперь я покажу, как присоединиться. Вот уже готовый такой, можно сказать, цветочек, да, или элемент. Мы все выполняем с вами по узору. Я сейчас разверну вот таким образом.
у нас по узору должно быть 2 воздушные. И далее такое арочка или пико из 9. Я выполняю 2 воздушные. И как и ранее заменяю 1, 2, 3, 4 воздушные делаю. 5-ю петлю я заменяю столбиком без накида. Вот смотрите, очень хорошо видна точка, петля, куда мы с вами уже провязывали все наши присоединения. Я с изнаночной стороны ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4 воздушные и возвращаюсь к моему мотиву. Во вторую 1, 2 петлю от вершинки ввожу крючок и выполняю соединительную. Далее 1, 2 и под арочку буду выполнять столбики. Я выполню 3 столбика с общей вершинкой и остановлюсь, покажу, что у меня получилось. 3 столбика. Далее выполняю 2 воздушные и буду присоединение следующее выполнять. Смотрите, вот я показываю, видите, мое присоединение идет. И вот такой у нас красивый, аккуратный цветочек получился. Далее я перехожу на следующую сторону и выполняю все точно так же, как и на этой стороне. Присоединяемся за счет арок из 5 воздушных. В арочке меняем центральную воздушную на столбик без накида. Я 2 воздушные уже выполнила. Далее ввожу крючок под арку с изнаночной стороны, видите, и выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные и так далее. Мы продолжаем присоединение нашего мотива. Повторюсь, выполняем все по узору и присоединяемся за счет арочек из 5 воздушных. И при этом, да, выполняем наш ряд по узору. И в конце очень внимательно мы присоединяемся точно так же, как с вами и начинали выполнение нашего присоединения. Вот я разверну, покажу еще раз. Видите? И продолжаем присоединять, и у нас с вами получится красивое аккуратное полотно из наших треугольничков. Мы с вами сегодня научились вязать потрясающий мотив, треугольный, и соединили наши мотивы вот в такое полотно. Полотно уже далее вы можете использовать для создания буквально любого изделия, начиная от кардигана, можно покрывало, скатерть и так далее. Все зависит от вашего желания, опыта и фантазии. Видите, нежнейшее получается полотно, очень красивое и необычное. И вот давайте я покажу в сантиметрах у нас с вами. Максимальная наша ширина полотна получилась 46 сантиметров. И треугольничек, вот мы его вот таким образом измеряем, он у нас получился где-то 19,5, можно сказать 20 сантиметров. Нежно, красиво, достаточно быстро вяжется и просто. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов, и обязательно пишите, где вы планируете применить такую красоту. Применить, использовать, да.